Президент, дамы и господа, сегодня состоялось очередное 6-е заседание Российско-Турецкого совета сотрудничества высшего уровня. Оно прошло в деловой, конструктивной обстановке. В ходе встречи с господином президентом в узком составе обсудили стратегические аспекты развития двусторонних отношений, взаимодействия России и Турции на международной арене, в решении глобальных и острых региональных проблем. Мы также провели переговоры с участием членов правительств двух стран, отвечающих за вопросы обороны и безопасности, экономики, культурно-гуманитарной сферы и представителей крупного бизнеса. По традиции заслушали доклады об основных направлениях российско-турецкого сотрудничества, утвердили цели и задачи совместной работы на перспективу. Подписан ряд важных двусторонних, межведомственных и корпоративных документов. Таким образом, можно уверенно констатировать, что наши страны возвратились на путь действительно партнерского, многопланового взаимодействия. Подчеркну, что мы рассматриваем Турцию в качестве важнейшего нашего партнера, настроенные поддерживать интенсивный политический диалог на высшем уровне. Это наша 4-я встреча с господином президентом за последний год. Отрадно также, что в последнее время была перезапущена работа ключевых двусторонних механизмов, прежде всего совместной группы стратегического планирования, межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и форума общественности. Возобновились контакты по линии отраслевых министерств, парламентских структур, региональных властей. Турция традиционно входит в число основных торгово-экономических партнеров России. Вместе с тем, по итогам прошлого года, во многом из-за значительных колебаний валютных курсов, а также мировых цен на энергоносители, двусторонний товарооборот снизился на 32%. Такая ситуация, конечно, ни российскую, ни турецкую сторону устроить не могут. Стабилизация встречных потоков товаров, услуг и капиталов призвана содействовать подписанная сегодня комплексная программа сотрудничества на 2017-2020 годы. Кроме того, принято решение о создании нового совместного инвестиционного фонда с капиталом до $1 миллиарда. Вы сейчас только были свидетелями подписания соответствующего документа. Безусловно, приоритетное место в нашем сотрудничестве занимает энергетика. Россия надежно снабжает Турцию энергоресурсами. Многие годы стабильно функционирует газопровод «Голубой поток». В нынешнем году «Газпром» планирует приступить к строительству еще одного крупного энергетического маршрута – «Турецкого потока». По дну Черного моря предполагается проложить 2 нитки с пропускной мощностью по 15,75 миллиарда кубических метров в год. По первой топливо пойдет на внутренний рынок Турции, по второй, при наличии, конечно, заинтересованности европейских партнеров, газ может поступать через территорию Турции и в Европу. Росатом приступает к работе по возведению в Турции атомной электростанции Аккую. 4 энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт. Реализация этого проекта открывает долгосрочные перспективы для российско-турецкого сотрудничества в области мирного атома. Рассчитываем, что в ближайшее время АЭС Аккую будет присвоен статус стратегической инвестиции. Подчеркну, оба проекта, и Турецкий поток, и атомная электростанция, отвечают самым современным экологическим и технологическим требованиям, станут важнейшими элементами обеспечения энергетической безопасности в регионе. В числе обсуждавшихся сегодня первоочередных задач расширение промышленной и высокотехнологичной кооперации, прежде всего в тяжелом машиностроении, автомобильной индустрии, химическом производстве, строительстве и транспорте. Шла речь об увеличении расчетов в национальных валютах. Предложили партнерам создать в Турции инфраструктуру для обслуживания платежных карт «Мир» на базе принадлежащего Сбербанку турецкого банка «Денизбанк». Предметно рассмотрены возможности для углубления двусторонних связей в гуманитарной сфере. Намечено проведение в 2017
2019 году перекрестного года культуры и туризма. Профильным ведомствам поручено активизировать проработку вопросов обеспечения безопасности российских туристов, которые снова проявляют интерес к отдыху на турецких курортах. При обмене мнениями по актуальным международным проблемам большое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии. Стороны высказались за объединение усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Констатировали, что во многом благодаря активной роли России и Турции удалось не только добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией, но и начать конкретные переговоры, прямые конкретные переговоры между противоборствующими сторонами в столице Казахстана Астане. Вследствие скоординированных действий России, Турции, Ирана перемирие в Сирии в целом соблюдается. Существенно снизился уровень насилия. Договорились с турецкими коллегами и далее активно взаимодействовать в борьбе с террористическими группировками, прежде всего с ИГИЛ, совместно работая по линии военных и специальных служб. И в завершение хочу еще раз поблагодарить господина Эрдогана, всех турецких коллег и друзей за содержательные и заинтересованные переговоры, а также за приглашение провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции. Убежден, достигнутые сегодня договоренности послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного российско-турецкого партнерства во всех областях. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, уважаемый президент, уважаемые министры, дорогие представители прессы, уважаемые дамы и господа. Сердечно и с уважением приветствую всех вас здесь. В первую очередь хочу выразить еще раз благодарность за то гостеприимство, которое оказал нам мой дорогой друг господин Путин. Впервые мы учредили Совет высшего уровня по экономическому сотрудничеству в 2010 году. Наша цель в тот раз заключалась в том, чтобы достичь наших отношений стратегического партнерства. За последние 7 лет я считаю, что этот совет работал достойно работал и проделал большую работу. В результате этих переговоров, этих советов мы продолжаем наблюдать за решительными нашими работами. С другой стороны, нам удается углублять наши отношения, наше сотрудничество. Только что мы с господином президентом сопредседательствовали на этом совещании. Мы провели переговоры как в формате тет-а-тет и в формате между делегациями. За прошедшее время нам удалось вести подсчет наших проделанных работ. До сих пор мы обсудили именно вопросы, что можно сделать именно после этого процесса. Хочу подчеркнуть именно некоторые черты. И Турция, и Россия решительно продвинут свои отношения до особого уровня. К сожалению, в 2015 году случилась одна трагедия, в результате которого это сердечно нас ранило, и мы потеряли очень серьезное время в результате этой трагедии. Но в результате этого прошедшего времени нам удалось преодолеть провокационные действия и все проблемы. Необходимо также отметить, что было проделано много работы для нормализации наших отношений. С господином Путиным мы встретились 9 августа в Санкт-Петербурге, 3 сентября в Ханчжоу и 10 октября в Стамбуле провели встречи. Считаю, что эти встречи считаются критическим порогом. И в этом плане также хочу отметить, что продолжались наши телефонные разговоры. С другой стороны, сегодняшнее совещание также, считаю, имеет большое значение в этом плане. Да, необходимо отметить, что мы считаем, есть заметный сдвиг в наших отношениях, но еще не достиг необходимого уровня.
С другой стороны, я считаю, что мы завершили уже процесс нормализации в результате нашего сегодняшнего совещания и больше не хотим произносить такое слово, как нормализация. После этого у нас какие ожидания? Значит, такие у нас ожидания, что установить надежное, взаимное доверие и чтобы политический диалог повлиял на экономическую сферу. В этом плане мы желаем и ожидаем, чтобы Россия полностью ликвидировала экономические ограничения, которые она в отношении нашей страны продолжает. В этом плане только можно достигнуть именно 100 миллиардной можно достигнуть торгового оборота размером 100 миллиардов, который раньше мы объявили. С другой стороны, также ожидаем, что Россия пересмотрит свои решения о безвизовом режиме. С другой стороны, форум общественности также мы хотим придать импульс нашим работам. С другой стороны, в секторе туризма. Я хочу пригласить наших российских друзей в нашу страну. Пусть, пожалуйста, приезжают в нашу страну и познакомятся с культурой, с историей нашей страны. Пусть на месте они познакомятся с нашими достопримечательностями. С другой стороны, также мы можем увеличить торговлю в результате платежа по национальной валюте. Сегодняшней нашей встрече мы также коснулись этой темы и распорядились нашим центральным банкам, чтобы они в этом плане продолжали свою работу. То есть граждане России, чтобы платежи совершали в рублях, а турецкие граждане в России платежи свои совершали в турецких лирах, чтобы на таком уровне взаимно продолжали свою торговую деятельность. И с другой стороны, таким образом можно ликвидировать давление валютного курса, который продолжает на рубль и на турецкую лиру. С другой стороны, хочу коснуться сотрудничества, которое наши страны продолжает сотрудничество в турецком потоке и в проекте «Аккую». А также хочу коснуться среднесрочного плана 2017-2020 года и других договоренностей, в результате которых оба лидера проявили решительность и сильную волю. Другой важный шаг, только что господин президент коснулся этого темы, об учреждении общего турецко-российского инвестиционного фонда на уровне $1 миллиарда. Это имеет большое значение. Эти решения, а также другие решения, договоренности, которые мы сегодня коснулись, считаю, что они приведут и придадут импульс развитию наших отношений. Дорогие члены и представители прессы, в ходе наших встреч мы также коснулись региональных вопросов, особенно проблем в Сирии, Черноморского экономического сотрудничества. Коснулись этой темы. Особенно мы коснулись тройственного механизма Азербайджана, России и Турции. Коснулись карабахского урегулирования вопроса. Что можно сделать для преодоления вопросов в решении этих проблем? Несомненно, мы также коснулись именно той темы, что может сделать Россия в решении этих вопросов. Особенно за последние 6 лет в Сирии продолжались кровопролития, слезы. И народ этой страны пострадал от этой войны, от этого кровопролития. И особенно хочу отметить военную операцию «Щит Ефрата», которую мы начали 24 августа против террористической организации «Даиш». И необходимо отметить, что мы очистили территорию площадью 2200 квадратных километров. И если мы сегодня спокойно можем говорить об уничтожении террористической организации «Даиш», то можно сказать, что Турция здесь проявила большую энергию. И с другой стороны, в плане гуманитарной помощи сирийскому народу необходимо подчеркнуть роль Турции и России. Считаю, что наша гуманитарная помощь окажет большую помощь народу Сирии. И считаю, что
совещание, которое проходило в Астане, является именно дополнительным фактором процесса, который был в Женеве. С другой стороны, необходимо отметить здесь роли Турции и России в этом процессе. Несомненно, что для завершения Женевского процесса все стороны должны самоотверженно работать. И необходимо также понимать, что одну террористическую организацию невозможно уничтожить посредством другой террористической организации. Необходимо отметить, что все террористические организации, в первую очередь Даиш, ПЕД, ЕПГ, Эль-Нусра, они считаются все террористическими организациями с турецкой стороны. Мы считаем, что все эти вопросы должны быть в Сирии решены на основе справедливости. Если даже мы не приходим к согласию во всех вопросах, но мы продолжаем оставлять открытыми все каналы связи. Надеюсь, что в результате установления взаимного доверия мы продолжим укреплять наше сотрудничество. Дорогие члены прессы, Турция и Россия продолжают свое близкое честное сотрудничество. Несомненно, это беспокоит некоторые круги. Но, с другой стороны, мы не будем действовать провокативно и не будем позволять, чтобы террористические организации отравляли наши хорошие отношения. Еще раз хочу почтить память российского дипломата Карлова, который был убит в результате теракта. И сегодня с этой трибуны хочу еще раз принести соболезнования семье Карлова и всему российскому народу. В ходе своей работы в качестве дипломата-посла он усердно работал и трудился для улучшения наших отношений России и Турции. Да, Карлов был близким другом нашего народа. Еще раз чту его память. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить благодарность за гостеприимство, которое оказал господин президент Путин, мой друг. Еще раз хочу выразить благодарность и пригласить его на следующее совещание экономического сотрудничества высшего уровня, которое пройдет в нашей стране. И в этом году в Стамбуле в июле месяце пройдет саммит по вопросам, Всемирный саммит по вопросам нефти, который пройдет в июле. Еще раз хочу пригласить господина президента на этот саммит. И еще раз приветствую всех вас, дорогие гости. Сейчас российские и турецкие журналисты смогут задать главам государств по 2 вопроса. Мы начинаем с наших турецких гостей. Пожалуйста, турецкий телеканал НТВ. Дениз Тюйсюз. Передайте, пожалуйста, микрофон. Efendim NTV'den Deniz Tüysüz. Я из канала НТВ Денис Тюсюс. Мой вопрос касается и господина Путина, и господина Эрдогана. Особенно хочу относительно вопроса Сирии. После встречи в Анталии главнокомандующих и глав генеральных штаб Турции и России. Турция везде во всех своих совещаниях касается своей чувствительности в отношении террористической организации ПЕД. И есть ли обмен разведывательных служб? На каком уровне это продолжается? Спасибо. Мы очень высоко оцениваем уровень взаимодействия, достигнутый между спецслужбами России и Турции, между военными ведомствами обеих стран. Исключительно благодаря нашему сотрудничеству с подключением иранских партнеров и друзей мы смогли добиться прекращения огня. Впервые в Астане удалось осуществить переговоры за одним столом между противоборствующими сторонами. Это зримый результат нашей совместной работы. Что касается террористической деятельности, Россия всегда самым решительным образом осуждает любые террористические проявления, чем бы ни руководствовались те люди, которые эти теракты осуществляют. Это наша принципиальная позиция, и здесь нет и не может быть никаких изменений. Мы осуществляем обмен информацией по направлению работы антитеррористическому.
Я уже сказал, что наши специальные службы взаимодействуют достаточно плотно, и мы намерены это сотрудничество расширять. Мы знаем, как непросто складывается ситуация в регионе, не только в Сирии, но и в других странах. Это не может нас не беспокоить, это является источником угроз глобального характера, в том числе известные проблемы, связанные с миграционными потоками, от которых Турция тоже несет значительные издержки. Мы это все понимаем, видим и будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы урегулировать любые проблемы подобного характера. Будем объединять усилия. Как я неоднократно говорил, в том числе выступая с площадки Организации Объединенных Наций, только объединяя усилия в борьбе с терроризмом, его можно победить. Bizler özellikle şu anda gerek Türkiye gerek Мы здесь особенно, как Турция, так и Россия, шаги, которые мы касательно шагов в Сирии, мы продолжаем сотрудничать как и в военном плане в Сирии. Проводят встречи наши главы генеральных штабов, министры иностранных дел, главы разведывательных служб, естественное сотрудничество. С другой стороны, касательно гуманитарной помощи, это сотрудничество также считаем, что будет важно продолжить это сотрудничество и решительно в этом плане. Сегодня мы также коснулись этого вопроса и выразили общее решение, что гуманитарная помощь, сотрудничество продолжится. С другой стороны, борьба наша с террористическими организациями, в первую очередь с Даэш, ПЕД, IPG или же террористическая организация Фетуллаха, Аль-Нусра, любая другая террористическая организация, которая приходит в ваш дом, мы решительно бороться с этими террористическими организациями. Так как эти террористические организации, они мы сознательно подходим к вопросу и продолжаем нашу работу. С другой стороны, наряду с этими вопросами, в ходе обеда мы также коснулись одного вопроса. Где-то в 11:30 в Стамбуле разбился, точнее, вертолет, принадлежащий компании Эзаджи Баши в районе Бюйükçekmece. Вертолет столкнулся с башней. В результате вместе с экипажем вертолета погибло 5 граждан, 2 граждан из них России погибли и 3 граждан Турции. Выражая это, хочу выразить соболезнования семьям всех погибших, как и семьям в России, так и в Турции. Разделяем их горе. Господину президенту и его делегации в пользуясь случаем выражаем соболезнования. Большое спасибо. Продолжаем, пожалуйста. Российские журналисты. Глушакова, РИА Новости, пожалуйста. Лена Глушакова, РИА Новости. Вот вы сейчас уже затронули ситуацию в Сирии, высоко оценили взаимодействие двух стран, в том числе военных ведомств, в решении проблемы борьбы с терроризмом в Сирии. Каковы перспективы этого взаимодействия, на ваш взгляд? И обязательным ли условием решения этого конфликта является сохранение территориальной и политической целостности Сирии? И, соответственно, что касается политической территориальной целостности, такой же аналогичный вопрос касается Ирака. Ирака? Ирака, да. Спасибо. Ну, я уже дал оценку характеру и уровню нашего взаимодействия. Что касается перспектив, то надо прямо сказать, ситуация остается сложной, очень много факторов неопределенности, очень много противоречий в регионе и в стране, о которой мы сейчас говорим, в Сирии. Поэтому я хочу выразить такой осторожный оптимизм по поводу того, что нам, объединяя усилия, подключая сюда других солидных игроков, в том числе и Соединенные Штаты, удастся эффективно способствовать укреплению режима прекращения огня и на этой почве
перейти к полномасштабному политическому урегулированию. Разумеется, для того, чтобы в регионе сохранялся мир, спокойствие, чтобы начался процесс восстановления Сирии и других стран региона, принцип территориальной целостности государств должен соблюдаться, и в этом смысле восстановление территориальной целостности Сирии является, на наш взгляд, на мой взгляд, обязательным условием для полноформатного урегулирования в этой стране. Öncelikle gerek Suriye, В gerek первую очередь, как и в Сирии, так и в Ираке, территориальная целостность обеих стран является нашей основной задачей. Потому что разделение этих территорий мы не можем отнестись к этому с терпением. Турция имеет общую историю с обеими странами, имеет общие связи исторические, культурные связи, родственные связи. Но, с другой стороны, в последнее время, развитие событий в последнее время, как вы знаете, около 3 миллионов сирийских беженцев приютились в нашей стране. Мы их приняли в нашей стране. Около 300 тысяч граждан в Ираке, мы также их принимаем в нашей стране. До сих пор мы для этих беженцев больше 25 миллиардов потратили на их нужды. Но, с другой стороны, это недостаточно, потому что эти люди, они постоянно сталкиваются с угрозами. Но процесс, начатый в Астане, как вы все знаете, привел к процессу перемирия в регионе. И в Алеппо появился случай опять миграции. В результате сотрудничества Турции и России этих людей удалось вывести в Идлиб. Сегодня они продолжают там жить, но временами и там эта угроза продолжается. И мы вынуждены думать над этой угрозой. И не желаем, чтобы произошли новые угрозы. Наше единственное желание, что как и в Джераблусе, как и в Эрраве, как и в Давоке и Аль-Бабе, сирийских беженцев, которые являются именно владельцами этих территорий, чтобы начался новый процесс. Но сегодня есть процесс в Мембиче. Этот процесс в Мембиче, как вы знаете, там как и Турция, как и Россия хотят сотрудничать с коалиционными силами, и в результате этого сотрудничества в Мембиче также приютились именно сами хозяева этой территории, именно жители Мембича, чтобы не оккупировать эти территории, а наше желание, чтобы сами жители укрепились там. Ракка, с другой стороны, знаете, что самое крупное место для террористической организации Даша. В наших руках имеется такая цифра. Около 3000 террористов находятся в районе Ракка. С другой стороны, касательно Ирака, коалиционные силы продолжают борьбу против террористической организации, в первую очередь в Мусул, касательно Мусула это. Но, с другой стороны, изо дня в день Даиш продолжает терять там свои силы. И народ Мусула также размещается в своем родном городе. Наши родственные нам туркмены, они также оказались под сильной угрозой шведской террористической группы, но в настоящее время им удалось спастись. С другой стороны, в Синджаре террористическая организация ПКК была угроза такая, но постепенно их тоже уничтожают, очищают этот регион. И таким образом эти регионы постепенно продолжают очищаться от террористических организаций, и сами жители желаем, чтобы они жили и продолжали в своих родных территориях. Анатолийское информационное агентство «Хакай Айдуан». İyi akşamlar. Sayın Putin'e Rusça yöneltmek isterim sorumu. Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. В России до сих пор продолжает действовать запрет на принятие на работу гражданин Турции и ограничение выполнения работ турецкими компаниями. Можете озвучить конкретный срок, когда именно это решение будет отменено? Спасибо большое. Господин президент ставил сегодня вопрос этот, в том числе применительно к турецким строительным рабочим, которым действительно
в отношении которых был введен запрет на визы, на рабочие визы. Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят. Это произойдет в самое ближайшее время. Вопрос носит чисто технический характер после нашей сегодняшней договоренности. Но остальные вопросы, связанные с либерализацией, они будут продолжаться, мы будем продолжать их решать. Здесь очень важно взаимодействие спецслужб с тем, чтобы обеспечить безопасность при инфильтрации лиц, которые нежелательны на обеих территориях. И в завершении нашей сегодняшней пресс-конференции телеканал «Россия». Алексей Петров, пожалуйста. Да, добрый день, Алексей Петров, телеканал «Россия». Мой вопрос и вам, Владимир Владимирович, и вашему коллеге, господину Эрдогану. Приближается курортный сезон, туристический сезон, и говоря об этой теме, нельзя не отметить такой нюанс, как безопасность. Если я вас правильно понял, этот момент все-таки затрагивался во время переговоров. А вот важно понять, существуют ли гарантии какие-то с турецкой стороны безопасности наших граждан? Можно ли быть уверенным, что с российскими туристами, которые поедут в Турцию, точно ничего не случится? Спасибо. Туристический поток в Турцию из России – это существенный фактор в экономике Турции. Но и для нас, для России, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы людей, граждан России, отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятную и очень дружественную. Это мы все знаем. Я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда еще не работал здесь, в Москве, в Кремле. И у меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались, и хорошие воспоминания. Но мы сейчас не будем возвращаться к тому, что послужило поводом и причиной для сокращения этого потока. Сейчас он восстанавливается. Мы видим и знаем, что Турция сталкивается с террористическими атаками. Турецкий народ страдает от террористических атак. Мы сочувствуем, разделяем чувство горечи по поводу утрат и самым решительным образом осуждаем любые террористические проявления. В то же время мы видим, что турецкие официальные власти делают все от них зависящее для обеспечения безопасности туристов, в том числе и российских туристов, на турецких курортах. Мы очень рассчитываем на то, что эти усилия будут продолжены и будут обеспечены все необходимые условия для безопасного отдыха граждан Российской Федерации. Ben özellikle Sayın Başkan'a çok teşekkür ederim. Я особенно хочу выразить большую благодарность господину президенту в связи с тем, особенно, что он отметил, что наши бизнесмены, для них откроются все пути для продолжения бизнеса в России, особенно в строительном секторе. С другой стороны, также хочу коснуться сектора туризма. Несомненно, это и касается российских туристов, и других туристов из любой страны мира. Несомненно, что мы обеспечиваем их безопасность. Безопасность граждан нашей страны так имеет большое значение для нашей страны. Такое же большое значение безопасность туриста имеет для нас большое значение. То есть мы на самых хороших условиях, и наш народ, и наша страна с теми известными гостеприимными особенностями. Это наш характер, национальный характер. Мы всегда это с гостеприимством большим принимали и будем принимать на высоком уровне. За последнее время необходимо отметить, что Турция, наверное, стала первым партнером за последнее время. Российский народ стал на первом месте по посещаемости нашу страну. Надеюсь, что эту цифру мы опять достигнем. И еще раз мы в самом безопасном уровне продемонстрируем наше гостеприимство. Большое спасибо.